Так, всех приветствую. Вот этот вот участок, вот мы сейчас его смотрим. Покажите, сколько гектаров у нас на следующей странице. Вот. 307,8 гектаров. Итак, я всех приветствую еще раз. Особенно наших партнеров, инвесторов. Вчера прошел дождик, немножко здесь так грязновато, но ничего. Это первый участок, который мы сейчас смотрим. Он вдоль трассы. То есть, вот так вот, если смотреть, вот то, что я вам ранее показал. Да, вот вон там есть вода. Вот если чуть-чуть вниз спуститься, то есть это вот федеральная трасса. Вон электричество у тебя идет. Продолжаем. Вон там, видите, проведен ЛЭП, то есть электричество, подачи, электроснабжение есть к участку. Там далее рыбзавод стоит, и вот от него уже в нашу сторону, соответственно, вот этот полноценный участок. Как я ранее говорил, 318 гектаров. Очень большой участок. Он принадлежит муниципальным. То есть это можно взять в аренду у муниципалитета, то есть просто он уже отмежован. Ага, все, вот. Поэтому цена уже есть, и кадастровый номер, соответственно, у него есть тоже. Вот это первый участок, который мы сейчас приехали смотреть. Приехали на второй участок. Он не в планах наших, но пока мы ехали по дороге, увидели этот участок, и нам местный водитель сказал, что он заброшен, но вспашка, так скажем, черновая уже работа была сделана. Видите, уже убрано все, что на этом участке, все, что нужно. Далее, вон там он идет, соответственно, водоснабжение, да, это, скорее всего, ерик или река. И, соответственно, пока не вижу... электричество есть все же, на той стороне, оттуда, с той стороны, если мы начинаем сажать, если вот туда смотреть, да, то, соответственно, мы можем с той стороны начинать сажать. И это будет неплохо. Вот здесь вот примерно где-то 100 гектаров, если так посмотреть, вдоль трассы также вот находится участок. Но этот участок вот пока мне нравится по всем параметрам. Итак, приехали на третий участок, он не межеванный, соответственно, у него нет границ, нет кадастровой стоимости, нет кадастрового номера. Сколько сказать примерно здесь гектаров сложно, но я думаю больше 300-100%. Есть ЛЭП проведен на этом участке, вот вдоль. Ну вот подсказывают 500 где-то гектаров. Если посмотреть на документы, давайте покажу вам документы. То есть мы приехали вот на этот участок. Условно в это место. Да, условно в это место. То есть до него, до вот этого условного места, там есть ильмень небольшой, да, это где-то примерно показывает по карте 2 километра. То есть если вот отсюда смотреть в ту сторону, как раз таки вот он и идет. То есть, соответственно, вот, да, 500 гектаров, я думаю, здесь есть. По меркам Астраханской области это тот самый чернозем, да, гумуса здесь, конечно, бедные все же астраханские земли, но все же участок очень хороший. Также хочу добавить, на этом участке вот с двух сторон там ерик, вот дорога, здесь там дорога хорошая сделана, да, федеральная трасса, и вот сюда идет такая дорога, но заезд есть, и здесь вот видно, что трактор проходил. С этой стороны еще один ерик, но самое главное, что на этом участке, который не межеванный, да, это вот здесь вдоль посажены деревья, потому что это защита как раз таки от ветра, и нам это очень необходимо. Здесь режется ветер за счет вот этой вот посадки. Нам, если сажать, тогда вот представьте, что с этой стороны начинать, если мы начнем межевать участок и будем брать вот отсюда, то есть мы берем с этой стороны и пошли уже в ту сторону, соответственно, вот так вот. И посадка начинается вот как раз таки вот отсюда. Приехали на четвертый участок, он тоже уже межеванный, да, с кадастровой стоимостью, с кадастровым номером, но, к сожалению, дорога вот такая, и подъездные пути, они слабые. Далее посадка на берег, вот за этим лесопосадка находится на участке, тяжело добираться, все же нужно строить дорогу и все остальное, поэтому
данный участок мы, так скажем, не будем рассматривать в дальнейшем. Вот. Одно из критерий, я ранее, может быть, не говорил, что у нас все же требования есть по участкам, да, и одно из требований это подъездные пути, чтобы главное были. Такие хорошие, там федеральная трасса, чтобы рядом было, но пока вот этот участок, к сожалению, далековато находится, ну, можно сказать, от дороги. Приехали еще на один участок, это уже, наверное, 4-й или 5-й, да. Вот, тоже он межеванный, с кадастровым номером, стоимостью. Это здесь под сенокос. Вот, и здесь проведен достаточно много ЛЭПа. Но дороги здесь, к сожалению, от федеральной трассы, откуда мы сейчас приехали, ну, достаточно далеко. Через кладбище, вот, и здесь вот сейчас вот за этим бугром Ерик, и он находится за Ериком, наш участок. Соответственно, данный участок, ну, к сожалению, по, так скажем, подъездным путям он тоже не подходит, как бы мы этого не хотели. Вот. Ну, здесь участок, понятно, это не наш, он под сенокос, но наш участок именно находится сейчас, если смотреть вот здесь, это вот за этими деревьями, туда в сторону, через Ерик. Но здесь нету даже мостов и все остального. Поэтому данный участок мы не рассматриваем дальше. Итак, приехали еще на один участок. Если смотреть от дороги, да, на самом деле федеральная дорога отсюда километр, даже больше, хорошая. Далее идет тоже дорога выуженная, но у нее уже бетон весь такой, уже, так скажем, асфальт весь, да, уже разбитый, вот. Но сюда, если уже прям идет такая дорога, она обычная колея, поэтому подъездных путей нет. Далее, вот это все здесь заросло, потому что за ним идет Ерик, а через Ерик идет наш участок. Если посмотреть вот на карту точкового места, вот она, то есть мы находимся вот здесь, вот это Ильмень, но подъездных путей, к сожалению, нет. Плюс единственный, я вот вдоль дороги смотрел, где мы машина, вот наша машина стоит, участок, но он, скорее всего, чей-то частный, возможно, его заливать, возможно, нет, очень хороший участок, вот видите, там проведен ЛЭП, так что вода, Ильмень есть, ЛЭП есть, но, к сожалению, это не тот участок. Находится он прямо возле трассы, с той стороны Бахтимировский рукав от реки Волга идет. Вот там, скорее всего, небольшой рыбзавод, наверное, или как-то по-другому называется. И вот, если так вот стоять, вот сюда смотреть, здесь это все относится к трассе, а вот чуть дальше, уже вот видите поле, начиная вот от той дороги, с которой мы выехали, да, и вот так вот все идет до самого, там вот Ильмень, а там вот Ерик, вот в ту сторону, если смотреть. Вот это все не межеванный участок, полностью не межеванный, то есть у него нет ни кадастровой стоимости, ни кадастрового номера и, соответственно, нету границ. Вот, соответственно, понять, заливается он или нет, сложно, да, мы сами толком не можем понять. Электричество здесь есть, скорее всего, наверное, вот отсюда проводить можно, да, или с той стороны. Ну, электричество есть. Так, ну вот, прошел у нас интенсивный день. Сегодня цель была посмотреть все участки, которые были выбраны. Их было более 8. И вдобавок еще один появился, такой не по плану, да, увидели просто его, когда мимо проезжали, но в сухом остатке выбрано было 3 участка хороших, да, ранее я уже скидывал видео. Вот, один из них как раз таки тоже попал в этот участок, который был не по плану, но придя уже в районную администрацию, подключая специалистов, которые нам помогли, да, пробить это все по базе данных, выяснилось, что тот участок, который не по плану, к сожалению, он в аренде, да, как, ну, в принципе, наша теория догадалась, оправдалась, так скажем, что участок действительно кому-то принадлежит. Вот. Второй участок, который не межеванный, большой, очень хороший, но, к сожалению, та часть, которая осталась, туда дальше, если доезжать, вот, так мы как поняли, он относится там между
паевые дольщики между, да, этим участком. Возможно, этот участок тоже будет принадлежать им, да, это нам прям профессионал, специалист подсказал. Он говорит, вы можете, сказать, попробовать постучаться, спросить, но, скорее всего, так и будет. Но мы, конечно же, спросили, почему он до сих пор без границ, без межевания. Ну, ответ простой. Ну, значит, пока еще не готовы, потому что, ну, в целом, вот, скорее всего, так оно и будет. Вот, если хотите еще раз ездить туда и посмотреть, ну, это ваше право. И в сухом остатке, как я и ранее сказал, у нас остается один участок. Он принадлежит не этой районной администрации, а сельской администрации Крянинского района. Поэтому встречу уже назначили мы. Да, ждем просто ответа, обратной связи, когда нас пригласят. Это самый первый участок, который мы смотрели. Вот. И будем уже общаться по нему. Так что как-то так.